Так величественно и монументально выглядит сегодня мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». Более чем за полвека его посетили 30 миллионов человек разных национальностей. И мало кто задумывается над тем, сколько сил, энергии, мастерства понадобилось для того, чтобы построить такой мемориал. Необходимость увековечить память защитников крепости в монументальных изваяниях появилась сразу после выхода в свет книги Сергея Смирнова «Брестская крепость» в 1957 году, и лишь через 10 лет приступили к осуществлению задуманного. Разработать проект будущего памятника советским бойцам поручили специальной творческой группе, которую возглавил известный советский скульптор, народный художник Советского Союза Александр Кибальников. В ноябре 1969 года Совет министров БССР утвердил генеральный план возведения мемориального комплекса «Брестская крепость-герой». Строить мемориал поручили ведущей строительной организации Бреста «Стройтресту номер 8». И еще 25 строительно-монтажных организаций страны прислали своих лучших специалистов. Для брестских строителей это была почетная и весьма ответственная задача, впрочем, как и для всей творческой бригады разработчиков проекта. Не потому ли вся работа велась в условиях повышенной секретности? Вот как об этом вспоминает ведущий специалист Стройтреста номер 8 Григорий Фицук. Каким будет монумент, хранилось в тайне. Допуск на объект был строго по пропускам. Я 2 недели ходил и не понимал, чего от меня хотят. Чертежи, которые мне показывали, не давали цельной картины. Мне надо было представить конфигурацию объекта, а в цеху электролампового завода стоял в 7 раз уменьшенный макет монумента. Там скульпторы и форматологи готовили конструкции и формировали из гипса формы, обратное изображение фигуры. Однако работа шла планомерно, без спешки, качество было в приоритете. Постепенно крепость меняла свой облик. Глядя на главный вход в мемориал, который стал символом Брестской крепости, как-то даже не задумываешься, что ведь раньше на этом месте был 10-метровый земляной вал со встроенными казематами. Строители не только вывезли сотни тонн земли и разобрали часть кирпичных казематов, они аккуратно, с помощью деревянной опалубки, возвели монументальную конструкцию. Кстати, следы этой опалубки так и остались на бетонных плитах. Монумент в форме звезды сразу задает соответствующее настроение, вызывает определенные эмоции. Усиливало это внутреннее душевное состояние первоначальное оформление дороги к площади церемониалов. Сегодня здесь лежит обычная плитка, но раньше дорожка была уложена весомыми бетонными плитами, а дорожки попроще – красным пластобетоном. Особый эффект создавали находящиеся в земле по обе стороны дороги оригинальные светильники. Их красный свет символизировал капли крови защитников крепости. Монумент «Жажда» всегда притягивал внимание посетителей мемориала. Это символ борьбы советских бойцов за спасительную влагу, которой так не хватало в жаркие дни июня 1941 года. Прототипом скульптуры стал 24-летний старшина роты связи Вячеслав Мейер. Ценой своей жизни он добыл раненым бойцам, женщинам и детям воду. Скульптура «Жажда» является эмоциональной прелюдией, предшествующей впечатлению от главного монумента. В самом сердце крепости, где шли ожесточенные бои, находится монумент мужества. Посетителей крепости привлекает монументальность фигуры, которая олицетворяет дух и железный характер советских бойцов. А на обратной стороне скульптуры авторы представили сцены обороны крепости. Символ мемориального комплекса впечатляет не только своим внешним видом, но и масштабами строительства. Многие считают, что монумент монолитный, на самом деле он полый.
Толщина бетона составляет от 20 до 80 сантиметров. Скульптура высотой 33 метра собиралась постепенно из отдельных частей. Они крепились к металлическому каркасу, который сейчас находится внутри монумента. Всего понадобилось 200 бетонных компонентов. В возведении монумента мужества участвовало более 400 человек, а при подходе к площади церемониалов в глаза сразу бросается величественный 100-метровый обелиск, выполненный в форме штыка винтовки Мосина. Монумент возвышается над крепостью, символизируя мощь советского оружия, с которым наши предки защищали Брестскую крепость. Сложное инженерное сооружение состоит из металлического каркаса, облицованного титановыми листами. Собирали конструкцию непосредственно на территории крепости. Кстати, штык является одной из самых высоких точек Бреста. Чтобы поднять это монументальное сооружение, строителям пришлось приложить немало усилий и затратить более 5 часов. Трудно даже представить, как инженеры и строители смогли поставить его в вертикальное положение. Это была сложнейшая задача, которая в мировой практике осуществлялась в 4-й раз. Полностью собранный штык поднимали в 2 этапа. Сначала до уровня 45 градусов, второй до вертикального положения. Но при подъеме возникла проблема. Оказалось, что смазка от крепежей оставила на штыке яркие маслянистые следы. Во время чистки от искры электромашины или окурка сигареты произошел взрыв паров метана, которые скопились внутри конструкции. Были сорваны титановые листы, которые в срочном порядке заменили. На территории мемориального комплекса каждый уголок хранит память о героях, отдавших свои жизни в борьбе за свободу. Почти 1000 человек 33 разных национальностей покоятся в трехъярусном некрополе мемориального комплекса. Это одно из самых трогательных и эмоциональных мест Брестской крепости. Вечный огонь – символ неизгладимой народной памяти о тех, кто пожертвовал своей жизнью на полях сражений. Сюда круглый год приносят живые цветы. Здесь несут свою вахту памяти брестские школьники. Строгое оформление вечного огня дополняет надпись, с которой связана такая история. За 2 дня до торжественного открытия мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» Машеров спросил у главного архитектора Георгия Сысоева, какая надпись будет у вечного огня. Он ответил: «Слава героям, которые стояли насмерть». Вот-вот должны были принести бронзовые буквы. Петр Миронович задумался на минуту и сказал: «А давайте так, стояли насмерть. Слава героям». Торжественное открытие мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» состоялось 25 сентября 1971 года. На церемонии присутствовали партийные руководители, военные, ветераны обороны крепости и писатель Сергей Смирнов. В торжественной обстановке первый секретарь ЦК Компартии БССР Петр Машеров зажег вечный огонь. Говоря слово «Брест», мы где-то в памяти держим слово «Берлин». Мы думаем не только о том, как горстка героев защищала Брест, но думаем и о том, как мы через 4 года после этого дошли до Берлина и освободили половину Европы от фашизма.